Всем привет, друзья, на связи Пентагон. Это традиционный еженедельный выпуск Пентагон Лайв, где я совместно с вами смотрю на рынок криптовалют и по традиции хочу начать с битка. В целом, что мы сейчас видим на битке? Я вижу какое-то образование в целом гипа. На мой взгляд, это достаточно очевидно будет предположить, что мы сейчас имеем некую такую голову и плечи с оптимальным правым плечом в районе 42 тысяч, там 41-42, да, где я бы хотел действительно хорошо шортануть, возможно, а в целом закрыть остатки спотовых покупок. У меня осталось там 5-7% от того, что я продал на 40 тысячах, и сейчас, по сути, есть там остатки BNB, Litecoin, XP, все находится в безубытке, я вам чуть попозже об этом расскажу, но в целом, что я сейчас думаю по рынку. Я думаю, что мы не пойдем сейчас сразу вот от этого треугольника как-то вверх. На мой взгляд, разыграют какой-то сценарий с захватом вот этой, с ретестом вот этой зоны 29-30 тысяч. Это, в принципе, зона левого плеча с поддержкой в районе вот как раз-таки 29-30 тысяч. Собственно, в прошлый раз мы ударились в нее при падении, при падении 19 мая. Фактически, что сейчас может быть, нас подведут к нижней границе, ее проретестят и затем отскочат в сторону образования правого плеча в диапазоне, получается, от 41 тысячи. Я не буду загадывать, что это прямо такой будет диапазон, я вот думаю, что где-то здесь. Диапазон вплоть начала 39 700 до 43 до 44 тысяч. На мой взгляд, это будет некое образование правого плеча, причем даже, наверное, чуть ниже можно, если нас пофлетит, то как раз таки это будет, возможно, 39, там 41 тысяча, и для меня это была бы хорошая зона для взятия шортовых позиций, для фиксации всяких фьючерсных позиций лонговых и для фиксации альты. Также на этом промежутке цены проходит определенная линия сопротивления клина, который был, собственно, вниз пробит 18-19 мая. Соответственно, для меня вот здесь две зоны ретеста, то есть зеленая глобальная от 65, пробитый клин и формирование вот этого медвежьего треугольника. Но здесь надо понимать тот факт, что такое медвежий треугольник, как его торговать, да, то есть если мы запираемся с вами в какой-то там фигуре наподобие консолидации в равностороннем треугольнике, ну то есть что-то такое, то с большей долей вероятности надо смотреть за пробоем определенной границы. То есть если мы пробиваем верхнюю границу от ретеста, то, соответственно, мы идем кверху, но всегда есть ретест. Соответственно, то же самое и с нижней стороны. То есть есть вероятность, что мы пробиваем, ретестим и дальше идем вниз. Я не люблю эту фигуру, потому что это фигура пробойных стратегий, да, то есть кто торгует пробойную стратегию, поэтому моя задача увидеть канал, который можно проторговать. Собственно, мы отлично торганули все эти сквизы, вот эти все лонги мы откупали хорошо. Соответственно, на треугольнике мы все пофиксили. То есть сейчас последняя наша фиксация была в районе 37 800. Собственно, после этого я никаких лонговых позиций больше не открывал. Пару раз шортанул сам в одного, так как все-таки не очень надежная точка входа. Но сейчас, думаю, нужно дождаться пробоя в одну из сторон. То есть, если мы пробиваемся вверх сюда, то сразу пойдем на образование, возможно, вот этого плеча. Это будет диапазон 41, тоже 42 и сразу вниз. Я бы все-таки хотел пройти через сбриф вот этих всех налипших лонгов и забрать вот эту всю ликвидность дополнительную, и сделать какой-то ложный пробой вот этого всего накопления, собственно, вот здесь вот, и уже затем спокойненько, без налипших, скажем так, неудобных для нас людей, отторгуемся и пойдем наверх. Вот это будет, наверное, мой план. Опять же, есть зона от и есть зона до, то есть начнем. Если мы сейчас закрепляемся выше уровня 37 200, 36 800,
Соответственно, пробиваем вот эту историю и идем на пробой границы 37 800, то буду ждать сразу в район 41 тысячи, там 40-41 тысяча. Если мой предпочтительный вариант, нас свозят на какой-то хороший сквиз, на образование дракона, здесь подтвердить, из серии дивер снизу, вот здесь откатиться. Ну, то есть причина у меня лично, для чего мы можем сходить вниз. Плюс доформировать вот эту фигуру и впоследствии уже спокойненько отскочить. Плюс я вижу, конечно, хороший фундаментал по битку, что и индусы опять разрешают торговлю битком, и в целом китайцы, вот не хватает китайцев, да, чтобы сказать, что с майнингом все ок. Но наш разработчик Виталий, наш программист, который, собственно, разработал все терминалы RoyMaker и ведет все алгоритмы, он говорит о том, что есть мероприятие, которое будет проходить по поводу зеленой, скажем так, энергии, по поводу того, что огромное количество вредного, скажем так, будет происходить при добыче битка, и эту тему могут сильно раскачать. Как раз таки плюс-минус завтра-послезавтра это мероприятие должно начаться. И если, скажем так, будет какой-то фудец, я думаю, я расставлю прямо сейчас, после окончания видео, лимитки от 31 тысячи до 20, наверное, 9 тысяч, какой-то спот и какие-то фьючи с коротким стопом под 28 500, то есть вообще короткий стоп. И с целью фиксации 39-40 тысяч. Вот это будет мой план по битку. Теперь пойдем к эфиру. На эфире мне несколько не нравится вообще история. Собственно, по эфиру просто треугольник, он чуть бычий, скажем так. Он больше рассматривается как треугольник с плоским верхом, наверное. Но, опять же, в нынешних реалиях я буду все-таки прыгать от битка. И, собственно, как биток закрепится, так и буду торговать эфир. Но в случае, если мы сейчас вот пойдем к верхней границе, эфир с большей долей вероятности пойдет на ретест пробитого вот этого флага прошлой вот этой проторговки всей. То есть это зона как раз-таки 3300, 3400. Здесь интересно было бы посмотреть какие-то шортовые позиции. И вообще эфир будет напоминать мне консолидацию битка в 2017 году, когда, собственно, у нас была такая история, что вот мы сейчас хай, потом все меньше обновление лоя, поход наверх и, собственно, как-то так. Вот, поэтому сейчас, наверное, буду ждать, если вместе с битком отскочит, то уровня там 3300-3400 для шорта. Если поведут по моему сценарию, уровень 200 будет интересен, 1700, наверное. Просто здесь вот 1500 прямо этот фитиль, я думаю, не дадут, но дадут типа из серии 200, 1800 в моем предположении. Вот биточек, кстати, сейчас отскакивает, сука, он уже дракона рисует. Так, дальше, из того, что у меня еще лежит, BNB у меня еще лежит немножко, остаток держу со стопом 303, то есть цель такая же, если проретестят, то проретестят пробитый тренд здесь находится на уровне $470, вот здесь вот ликвидность, кстати, большая есть, я еще в прошлом видео об этом говорил. То есть если нас поведут к этой ликвидности, это как раз будет ретест нижней границы, район 480-500, но если поведут по моему сценарию, это хороший такой дракон, и вот здесь в районе 225, а то и ниже, на вот этой проторговке, я бы его вот эту всю историю добро откупал. То есть сейчас, биток. Я не хотел сразу локально смотреть биток, но вот давайте, ладно уж, коль там чудит. В принципе, я вижу, что мы проретестили сейчас вот этот проторгуемый треугольник, плюс здесь локально есть погибчик. И по сути мы уже можем на 400, там на 40-400 улететь, поэтому есть вот эта трендовая, мы ее там ретестим, вот этого треугольника, который раз уже. Это мой рабочий график для скальпа, поэтому не удивляйтесь большому количеству ненужных линий. Мне просто тупо лень почистить его. Сейчас я найду. Нормально. Вот, соответственно, если локально смотреть, локально мы не перегружены, и
Поэтому вот здесь на погибе мы можем, по сути, выстрелить и пробить этот треугольник вверх. Блин, неохота, конечно, чтобы мы сейчас 37 пробивали и закреплялись выше. Хорошо было бы максимум сходить на 36 800 и просто палиться вот так вот сгибом и дальше вниз. То есть здесь еще какой-то хай отрисовать, собрать ликвидность, потом вернуться сюда на уровень плеча, ретест и погнали вниз вот на этот уровень. Сюда я закинул лимитки, то есть с целью выше. И от 41 тысячи я буду, в принципе, продавать. Дальше, что у меня еще есть? С XP есть. Ну, блядь, она больше всех просела, мне вот это бесит вообще. Ой, там у меня в районе 7% осталось от позиции, вот моей. Ну, короче, если в пересчете смотреть, где-то 0,7, наверное, процента у меня в нем. Так. Та же самая история. Ну, то есть, блин, не буду говорить ничего нового, тот же самый треугольник, если мы, в принципе, проконсолидируемся и выскочим с битком наверх, все отскочит. То есть SXP в район 3,2, 3,2 доллара. Там можно будет прикупить какие-то шорты. Лайток тоже выглядит с тем же самым треугольником на пробой, скорее всего, на ретест 240, та же самая история, тоже пробой. Но хотелось бы мне по всему этому говну увидеть, конечно, хороший дампец, сбрить ликвидность. Вот если смотреть дневной график, то мы на крупных таймфреймах везде пробили и проретестили, но я не исключаю, что вот как раз-таки уровень последнего ретеста это будет хорошей точкой для шорта всего. То есть все, что вы хотите поторговать, все можно, мне кажется, будет на тот момент шортануть при условии, что этот шорт будет, наверное, последним перед каким-то, наверное, более-менее отскоком. То есть в районе, если нас поведут вниз по битку на диапазон там, на 30 тысяч, то есть если мы дампанемся на 15%, условно говоря, то все надо будет подбирать. То есть я буду подбирать и биток буду подбирать, хорошо бы я его подобрать от 28 до 24 тысяч вообще выкуплю. Там тоже с коротким стопом на споте. Эфир на споте буду откупать в диапазоне вот 2000 с 1800, для меня хорошая точка, то есть раньше, сейчас вылетать я не собираюсь, дальше отдохну. BNB, соответственно, у нас 260-280, ТВТ пошел куда подальше. Нео вот интересен, но на Нео мы уже проретестили. Соответственно, если где-то вы видите на большинстве активов проретестено, а на каком-то основном параллельном нет, то есть такая вероятность, что может просто уже этот ретест был, мы его с вами просто не замечаем. NEM вообще не интересен после символа. Я, кстати, перелил немножечко своего дерьмеца. Я фиксанул все остатки на вот последнем отскоке, который был на 2.20, и закупился Нюмом. Вот это говно я вам советую покупать, короче, при условии, что это прям топчикс. Это дерьмо можно купить на Qcoin, на Гейте, но вот я на Qcoin покупал. И в целом, я вам так скажу, оно будет стрелять, скорее всего. У меня на Гейте лежит, сорян, я на Гейте, да. У меня немного его лежит. Я перелил весь профит от просто демо. У меня около 80 тысяч этих монет сейчас после аирдропа. И я думаю, друзья, 0.14, если дадут еще, я буду покупать. Там цель, короче, будет 0.6. И вот это потенциальный тот актив, который я хочу, чтобы просто иксанул впредь всему рынку. То есть весь рынок в говно, а ним наверх. Я, конечно, понимаю, что это все такая история не очень поправдивая, но не было еще нигде листинга, я думаю, вливание активов, вернее, вливание капиталов еще в этот актив достаточно вероятно. Dogecoin, например, вот, да, мы тоже, по сути, проконсолидировались, и Доги, мне кажется, вообще изи на бакс ходит. Но вот Доги по баксу легко, при каком-то следующем аптрасте Доги бакс изи. Причем я еще думаю, что надо брать, я слышал, что у Кекса будет обновление скоро там по функционалу, и скорее всего их дерьмецо тоже отлетит в районе 19-20 баксов. Поэтому, как BNB вот в свое время отскочил, ну хочу все ниже, все для меня дорого. Я не хочу сейчас все покупать, очень дорого. Хочу прям хорошо пониже. 30 интересно вот в перспективе ближайшего времени. А по факту я хочу сходить на 26, на 24, ретест вот этого прошлой проторговки, вот этой большой, для меня будет прям зоной жесткого бычьего закупа возможно.
Опять же, возможно, рынок, война вам покажет. Еще хотелось бы, конечно, затронуть сипочку, сипку, бурку, затронуть рублик. Я жду вот, все. Для меня отсутствие вливаний в экономику сейчас будет после окончания квартала и перед фиксацией перед третьим кварталом, это будет, конечно, вниз. Я жду хорошей коррекции по всему рынку. И, если честно, для меня нефть формирует двойную вершину. Примерно такую же двойную вершину мы формировали в прошлый раз вот здесь, вот на вот этом диапазоне. Это, по сути, мы сейчас такую похожую проторговку, я бы даже сказал, что мы торгуем какой-то фрактал на нефти. Вот я всегда путаю. Гребаная история. Оп. Делаю вот так. Делаю вот так. Ну, это даже вот так. Кстати, вот мы уже обвалились, да, вот, отскочили потом у фрактала. А так, в целом, вот, мне нравится то, что было раньше. Сейчас натяну на глобус. О! На самом деле, ну, камон, двойная вершина вот в такой проторговке, это очень симпатичная вещичка. Я думаю, мы по нефти увидим там падение на 46 баксов в ближайшее время. Хорошее, возможно. Правда, может быть, через ретест чуть выше. То есть это у меня бренд. По юсойлу, соответственно, вот здесь вот такая же история. Тот же самый фрактал канализационный. И сюда же уходит у нас сипка и рост, скорее всего, рубля. Я вообще вдарюсь рублем на каждом его падении. Делаете ли вы так? Вы, кстати, покупаете ли вы баксы на свои деревянные, если вы живете в России, в Украине? Вообще, покупаете ли вы доллары на свою местную валюту? То напишите в комментариях, мне очень интересно, попробуем такой какой-то конкурс. Самая прикольная точка входа в диапазоне последних пару лет получит от меня бонус какой-нибудь там, типа розыгрыша, давайте, маленького в комментариях. Ни разу этого не делал, давайте попробуем. Расскажите о своей истории покупки какой-нибудь странной валюты, там, я не знаю, у меня в свое время, если вы покупали, или, может, какие-то конфузы случались при покупке валюты. Может, сейчас у вас просят какие-то налоговые последствия, ну, то есть налоговые какие-то подтверждения ваших происхождения средств и так далее. То есть какие-то истории, связанные с покупкой валюты, напишите самую интересную, самую веселую, смешную, либо самую жесткую, я награжу призом в 1000 рублей, либо там сколько-то это долларов, посчитайте сами, пожалуйста. Так, и закончу, где же там мой рубль, тогда уж коли напоследок мы о нем не говорили. Треугольник никуда не делся. Кто мне писал, что Пентагонус, там мы на 73 падаем, ничего страшного. Я сказал, упадем под 73, я вообще закуплюсь full деп, жду 90. Вообще вписывается идеально. То же самое с евро, то же самое, мы тоже на поддержке стоим, тоже консолидируемся. Поэтому, друзья, ответы на мой такой незапланированный конкурс пишите в комментариях, также ставьте лайки, подписывайтесь и пишите. Я сделаю опрос в канале, какую цену мы увидим раньше на битке. Это будет у нас цена 41 тысяча, или это будет у нас... Это будет либо 41 тысяча, либо 30. Сделаю опрос. Все, пока-пока. На связи Пентагон. Я отдохнул. Все хорошо. На связи.